Всем привет! Сегодня мы будем решать такую проблему, как принудительное включение кондиционера на Ford Focus вторых при повороте ползунка на обогрев стекла. Ну вот как это выглядит, да, вот. Включаем зажигание, вентилятор. И если поворачиваем ползунок вертикально, видите, автоматом включается кондиционер. И нам надо его отключить. То есть в любом случае вернули, ну если вот выключили, видите, он включается. Не всегда это удобно, честно говоря, особенно зимой. Хотите печку включить, раз включился кондиционер. И заметьте только, когда уже пошел холодный воздух. Ну, особенно если у вас печка стоит не на полную катушку, а где-то в середине. Да и зачем гонять кондиционер лишний раз зимой? То есть смысла вообще нету. Посмотрел я возможные варианты по программированию, как люди отключают. На Мандео, на тех же, на Куге есть предложения. Честно говоря, попробовал многие варианты, у меня не получилось. Программирование не отключается. Если, конечно, у вас там получилось, напишите в комментариях, возможно, все гораздо проще. То есть, что я подозреваю? Мне кажется, что на управляющем регуляторе направления потока стоит, скорее всего, в блоке выключатель маленький, который при повороте регулятора на стекло просто нажимает кнопочку. Ну, переключатель кнопочный, ну, типа как в мышках внутри стоят. Такого плана, наверное. Это мои предположения. Честно говоря, не знаю, так или не так, но если это так, то, соответственно, его просто снимем с платы. В хозяйстве пригодится. Соответственно, не будет принудительного включения. Но это посмотрим. Что для этого сделать? Ну, надо снять магнитолу, я ее уже снял. Сейчас снимем рамку. 2 болта и защелки. И дальше будем снимать блок. И отнесем домой. Разберем, посмотрим, если выключатель, отпаем его. Вот я снял рамку. 2 болтика, защелки. Сейчас нужно будет снять блок. 4 болта. Включить разъемы. И вытащить. Сняли блок. Там. Вот здесь отключаем разъем управления вентилятором. Вот они два. Вытаскиваем защелку. Вот эту. Вот здесь она стоит. Управление обогревом. То есть температурой. Ну, заслонку управляет. Холодный, горячий воздух подавать. И вот отсюда вот вытаскиваем такой разъемчик. Ну, потянули, так его обратно вытащили. Главное, заметьте, нанесите рисочку. Видите, я нанес риску. Когда у меня в данном случае, когда будет стоять вот здесь. Вертикальное положение. Почему? Потому что если потом поставите этот зеленый разъем сюда, ставите зеленый штырь в разъем, ставите в другом, когда будет в другом положении стоять регулировка направления потока, то у вас, естественно, будет, например, на окна, а будет по факту там на ноги, например, дует там еще куда. То есть только с этим. Ну вот, сняли мы блок. Пойдем сейчас домой, будем разбирать и смотреть, что в нем на самом деле есть. Ну вот мы сняли, принесли домой. Так, теперь нам надо разобрать. Ну что мы видим, да? Здесь вот защелки. По идее, вот раз, 2, 3, 4. Ну, по логике, они здесь должны, наверное, так сняться, и крышка черная снимется и откроет нам плату нашу. По идее, раз кнопки, значит, они должны с этой стороны нажиматься. Так, ну, чтобы снять крышку черную, соответственно, сейчас надо будет снять ручки и постараться защелками открыть. Вот мы сняли. Ну, там защелки.
отверточкой сюда подсовываете и какой-нибудь другой отверточкой вот так вот отщелкиваете. Будет он сниматься. Аккуратно. Так. Что мы здесь видим? Так, что мы видим? Вот так вот скручиваем. Ну, с этой стороны платы никакого выключателя нет. Ну, честно говоря, нажиматься бы тоже не было. Вот это у нас светодиоды. Ну, не светодиоды, это такая пластмассовая прозрачная световод. Видите, он соединяется. И эти кнопочки, это все подсветка. Загорается подсветка и лампочки горят. Скорее всего, с обратной стороны платы может находиться выключатель. То есть нам, по идее, сейчас надо снять будет вот эти вот световоды. Ну, они, наверное, скорее всего, на защелку закреплены. И снять плату. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас будет. Ну, вот мы сняли нашу плату. Никакие световоды снимать не надо. Они не мешают. Вот здесь вот хвостики, держатели по краям. Держатели плат. Вот. То есть вы их просто так гибаете. Гибаете вот так вот. И снимаете плату. Так, а что мы видим? Ну, вот мы видим, вот наш переключатель. Вот, видите, такая выступающая часть на регуляторе. Когда мы крутим, двигается сюда и нажимает на наш выключатель, соответственно, включает кондиционер. Сейчас надо будет это отпаять, но я думаю, все-таки, наверное, световод придется снять, чтобы подлезть. Вот видите, нам 4. Надо будет контактик отпаять. Снять этот микропереключатель. В хозяйстве пригодится. И собирать обратно будем. Вот, промежуточно снимаем. Все равно пришлось снять кнопочки, но они легко снимаются. Видите, защелки с обратной стороны вам ставят, а кнопка давит вот на эти включатели. И снять духовод, иначе просто не подлезли бы. Отложим их. И вот наша кнопочка. Вот она. Сейчас будем отпаивать ее. Не знаю, посмотрю. Либо феном, либо отсосом. Кто-то может вообще проще сделать. Взять ее, откусить и все. Вот. Вроде такое вот устройство. Ну, сейчас проверим. Так, не так. Ну, вроде как других никаких кнопок нет. Значит, это влияет у нас на включение кондиционера. Вот мы отпаяли наш микропереключатель. Здесь вот ставим, да? Вот тут он. Ну, здесь глухие контакты были. Вот. Замыкал 2 контакта. Ну и, соответственно, запускался блок управления кондиционером. Стандартная кнопка выключения кондиционера. Сняли. Все. Теперь собираем все обратно, как снимали. Ну вот, собрали мы. Все как было. Даже и крутиться стало. Ну, не здесь, а вот в этом районе она раньше таким сильным заходила. Потому что кнопочка нажималась. Сейчас легче стало. Так, защелкнули. Здесь какие-то еще отверстия. Может быть, саморезами, по идее, надо крепить, но я не знаю, их не было изначально. На заводе не ставили, и да и я не знаю, смысла их ставить нету. Здесь все нормально. Все нормально держится. Все. Будем устанавливать обратно на автомобиль. Посмотрим, как будет работать.
Ну вот, мы поставили обратно на автомобиль. Сейчас посмотрим, как работает. Так, включили зажигание. Как видим, это наверх. Потоки все нормально идут. Так, ну вот. Проверим в этом случае, когда в выключенном состоянии. Ну, ничего не работает, работает кнопочкой. Еще раз пройдем. Как видим, кондиционер принудительно не включается, когда идет поток на стекло. Ну вот, то, что мы хотели получить, мы получили. Пишите в комментариях, может быть, у вас все-таки получилось программно отключить. Может, действительно вариант есть действенный и механическое снятие кнопки — это плаш. Может, какие-то еще варианты есть. Всем пока, всем удачи на дорогах, до свидания.